Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Цыганский пасьянс, второй расклад, неожиданности и сюрпризы июня. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И у нас две колоды, Таро ангелов колода и вот эти маленькие карты, которые складывают рандомно значения. И больше событийный ряд, об этом они нам говорят. Поэтому давайте будем смотреть, при этом оставаясь реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, о том, что вы чувствуете. Но и я надеюсь, вы люди особо интуитивные, у вас как-то по-своему видение и карт, и процесса, и вообще отношения к жизни. Ну, наверное, с Плутоном могут договориться только скорпионы. И поэтому вы можете даже там, где другие не видят выхода, а как раз скорпион будет знать, как ему поступить. Единственный момент вот на вторую половину, вообще не только на июнь, а на вторую половину 2024 года, это, знаете, может помешать какая-то излишнее самокопание или излишняя, ну, неуверенность в самом себе, или какое-то ненужное додумывание тех вещей, которые нужно уже оставить в прошлом. Вот ничего. Именно через эмоциональный спектр вот так планетарно складывается, что, ну, может быть, как задача для вас перестать в себе сомневаться и в то же время быть реалистом. Итак, давайте смотрим. Я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И если я что-то не увидела, мои дорогие скорпионы, вы мне напишите, и мы обсудим. Ну вот уже вижу, у кого-то могла быть ссора. Или как послевкусие какой-то ссоры. Давайте посмотрим дальше, что нам еще скажут. Эта ссора могла быть с близким человеком. Или ссора не обязательно с любимым человеком. У нас выпадает костер, и это ваш дом. Поэтому это мог быть любой из родственников. Или родственник вашего супруга, супруги. Или вот еще кто-то, кто вхож в ваш дом. Давайте мы посмотрим дальше. Или у кого-то согласование по части вашей недвижимости конкретно, вашего имущества, или отчасти и денег, все-таки об этом нам тоже говорят, в высоких инстанциях. Или вам нужно отправиться куда-то в высокие инстанции, как чиновники, с которыми вы согласовываете тот или иной вопрос, подписываете документы или составляете какое-то соглашение. И вы можете где-то быть несогласными. И вот эта самая ссора, она не должна вам осложнить жизнь. Давайте посмотрим. Может быть, это уже то, что свершилось прежде. А теперь вы вынуждены контактировать с человеком, потому что тут не просто ссора, тут есть, ну, вот как мы, есть выражение, мы на ножах. Когда нам, ну, не хочется кого-то видеть. А жизнь нас как раз и сталкивает, как нарочно с этим человеком. Ну, и вам придется быть великим дипломатом, мои дорогие, чтобы, может быть, какие-то важные разговоры совершить. Или себе просто не навредить. Вы можете, кстати, ожидать подписания какого-либо документа или само по себе ожидание проходит тоже. В этом значении нет каких-то конкретных эмоций. Нам просто говорят, что мы ждем. Может быть, если мы про документы, не все документы быстро решаются, оформляются, и карта может свидетельствовать как раз о том, что мы ожидаем каких-то согласований. При этом нет эмоций. У вас сильная позиция, мои дорогие скорпионы. Якорь. Это уверенность в себе. В сегодняшнем дне, в завтрашнем. Поэтому, что бы вы тут ни проводили, или какая бы ситуация ни складывалась, допустим, просто в вашей семье, когда какой-то неприятный персонаж оказался в вашем доме, или когда,
не совсем в том ключе, как вам бы хотелось, идут согласования в высоких инстанциях, может быть, по части работы. Есть нюансы, когда вам нужно что-то реструктурировать, вот, кстати, или организовать как-то по-новому, если у вас свой бизнес или свое личное дело, себя самого как организовать и провести ряд изменений в вашем личном деле, в бизнесе, может быть, в творчестве, с учетом каких-то открывшихся новостей или с учетом общей обстановки или обстоятельств. Но у вас все получается, чтобы тут Скорпион не надумал, раз выпадает якорь, это, да, более чем якорь, посмотрите, сам совпало, точнее, значение спокойного течения жизни, это свеча. Вот, наверное, я не случайно сказала эту фразу, что ваш эмоциональный фон до конца 2024 года, ну, если хотите, это как задача для Скорпиона, планетарно такая стоит. И вот обратите внимание, вроде бы ведь карта ни о чем плохом не говорит. Домашний очаг, как раз решение каких-то вопросов по дому, по семье, но выпадает нож. Это ваше видение или когда вы с кем-то не согласны, вы, мои дорогие скорпионы, потому что, ну, как-то вам хочется либо сделать по-другому, либо вы видите продолжение как-то иначе. Может быть, и согласовываем мы что-то с чиновниками или сталкиваемся с официальными лицами, любыми. Когда выпадает книга, это вот именно официальные лица или инстанции. Ну, или сроки какие-то не такие. Вы хотели за 2 дня что-то решить, а нужно, говорят, подождать полмесяца. Ну, значит, нужно подождать. Далее идем. И у вас выпадает спокойное течение жизни. Карта якорь. Вот что может быть лучше? Но нет, Скорпион все равно по поводу чего-то переживает. Эмоциональный фон вам может быть, как, знаете, такой помехой существенной. Правильно оценить обстановку вокруг вас и ваши возможности. Хотя ничто, и что интересно, никто, мои дорогие, вам не мешает. Фактически это так. Не сошлось тех значений, которые могут говорить скрытый враг, например, да, маска, а вообще в разных проекциях. Или змея, например, тоже в разных проекциях. Или какие-то, знаете, как непредвиденные события, которые нас выбивают из колеи. Или новости какие-то такие. Но тоже такого нет. Именно мешает ваше какое-то видение, если устроить себе глубокую философию или какие-то переживания. Ну, это так видит цыганский пасьянс. Давайте дополним картами Таро. Это колода ангелов, поддержки ангелов. Неожиданности и сюрпризы. Итак, неожиданности. Для скорпионов июнь. Отпусти, оставь. Конкретно так называется карта. Это 13-й аркан. Если мы говорили про Плутон, ну да, вот такая конфигурация, может быть, складываются для вас, мои дорогие скорпионы, как-то события, но они вас подводят именно к тому знаменателю, когда вы с чем-то должны проститься. И карта нам говорит, завершай. Это какой-то конец. Может быть, и приходится отправляться в инстанции, какие-то по части вашей семьи или вашей пары. Особенно, может быть, это проиграется для тех, у кого, ну, прежняя история любви как раз была не со знаком «увы» плюс, утрачено взаимопонимание, вы вместе не живете, и вам нужно согласовать что-либо через инстанции, у кого-то через суд. Такое тоже может как раз суд и может проиграться, мои дорогие, с учетом меча и открытой книги, как инстанция высокая, мы с вами говорили, да, или когда пересмотр какого-то дела, вот тоже может быть. Я не могу сказать, что какие-то перемены тогда могут быть. Скорее всего, если мы говорим про суд или про слушание в суде, будет что-то отложено. И ну, вместе с тем у вас позитивный период жизни. На вас это не влияет, не оказывает какого-то влияния, когда вам это может помешать. И, видимо, есть и то, с чем вы должны проститься.
то, что не может служить вашему прогрессу. Это карта освобождения. Но это освобождение приходит к нам только лишь после того, когда мы от чего-то отказываемся. И правда, в нашей жизни пустот не бывает. И если прежнее место, ну, здесь можно буквально перевести где-то в отношении людей, но есть и как наше мнение, или то, что мы удерживаем, нам жалко с чем-то расстаться, то пустот не бывает, пока мы удерживаем что-то из прошлого, то, что уже не имеет значения. Новое, стоя на пороге, не может буквально войти в нашу жизнь. Место занято. Освободи место. И по этой карте, когда мы готовы к какому-то компромиссу, ведь суть в чем? Посмотрите, мы сказали, колода ангелов. Ангел держит птицу, феникс. Вам ангелы помогают, чтобы вы, мои дорогие скорпионы, как птица феникс, оставили что-то в прошлом и буквально возродились. Реорганизация, трансформация, мои дорогие. Значит, какие-то события происходят в вашей жизни. Или они, и я больше вижу, они уже произошли. Здесь не есть как какая-то новость, которая нас сшибает с ног. Здесь уже есть какие-то обстоятельства, дела, которые были начаты прежде, или то, о чем вы уже знали. Неожиданности. Действительно нужно что-то отпустить и больше об этом не сожалеть. Вот по этой карте проходит конкретно потеря. Или когда мы что-то проиграли, вот, да, как была какая-то игра, но, увы, победителем в этой игре оказались тоже не мы. И если ангелы нас сопровождают в этой колоде, кстати, не во всех картах этой колоды присутствует значение ангела, не везде он прорисован. То вот на 13-м аркане трансформация – это вы, а это ангел, который вас сопровождает как высшие силы. А здесь аж 2 ангела вас пытаются успокоить и говорят, посмотрите, отпускай. Вот то, что вот какая-то была потеря, ты вынужден был с этим столкнуться, но теперь не имеет это никакого значения. Вы можете, если это мы смотрим как неожиданности, сюрпризы, вы можете подвести что-то как знаменатель. Или, если были прежде сомнения по отношениям или по части работы, тоже, может быть, было жалко оставить предыдущее место. А здесь вы понимаете, что тот прогресс, который я себе наметил, он как-то не совпадает с конфигурацией, которая создалась на работе, или не совпадает с новым руководством. И вы будете спокойно, в спокойном ритме, уверенно планировать для себя что-то другое. Или какие-то новые возможности сами по себе к вам приходят, или то, что вы продумывали прежде. И, наверное, кульминационный момент на июнь – больше отпустить что-то из прошлого и освободить место для чего-то нового. Давайте сюрпризы посмотрим. Король жезлов – это харизматичный лидер. Ну, такая энергия где-то – это вы сами будете, мои дорогие. И с одной стороны Марс может подталкивать в спину и говорить, ну давай быстрее что-то осуществляй. А по этой карте нет, тут только решение, идея. И пока еще нет активных действий. Не торопитесь куда-то. И по цыганскому пасьянсу нам тоже говорят. Но как уже ваше решение, если мы говорим сюрпризы, может быть, это будет от услышанной новости. Или вам могут какое-то сделать предложение. Вы можете для себя какую-то инновационную модель, если мы говорим про инновации, как новая тема в вашей деятельности, в вашем творчестве, в вашем бизнесе, как новое направление. Продумать так, чтобы больше получить денег, например, у кого-то так может быть сопряжено, но это уже решение, это как новая точка отсчета. И значит, для этого сложится так или таким образом события, или для кого-то из вас, как только вы что-то отпустили, вы сразу видите новые перспективы, так и мысли, они складываются в какой-то более четкий фарватер. Давайте сюрпризы еще мы для скорпионов. Не торопись. Карта баланса. И сам по себе, опять же, ангел. По этой карте идет самоконтроль.
По этой карте идет сосредоточенность, внимание к деталям, к обстановке, в первую очередь, которая вас окружает. И когда мы что-то корректируем свои планы, никуда не торопимся, не производим какого-то фурора или какого-то разрушения, когда резко предпринятые действия. Нет, вот не случайно выпадает у нас именно король жезлов или король огня. Но сначала любая наша идея, она зарождается в ментальности. И дальше мы продумываем. Назовите это тезис-планом или наша тактика, наша стратегия. И прежде чем мы что-то отстроим или этот самый план четко по пунктам создадим, нам придется держать баланс. У кого-то придется держать баланс, потому что нужно согласовывать какие-то важные вопросы, подписывать документы, ну или у кого-то через суд. Давайте мы достанем карту «Совет». Работай, у тебя все получится. И поэтому прекрасная карта. Все зависит от ваших приложенных действий. И это восьмерка земли или восьмерка пентаклей, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на какую-то продуктивность, на выполнение самих перед собой поставленных задач, потому что нам показан профессионал. Всегда профессионал идет по этой карте, и прогресс данного профессионала, и это будет означать как развитие бизнеса, как развитие вашего личного дела, монетизация для кого-то вашего хобби, творчества или для кого-то построение карьеры высоко. Потому что вместе со всем этим приходят и новые возможности заработка, совершенно другие деньги. Это самосовершенствование, безусловно. И, может быть, для этого нам необходим тоже самоконтроль. И не торопить, хорошие дела наспех не делаются, а как раз просчитать в деталях, вот буквально детализировать какой-то процесс и следовать своим собственным инструкциям. И мы с вами только что говорили про тезис-план. Размеренность какая-то, которую вы сами себе установите. Никто над вами не давлеет. Вы сами себе хозяин. И от того, в каком фарватере или в каком направлении вы организуете или как запустите заново, у вас что-то завершается. Свою жизнь будет зависеть качество. Но здесь можно сделать что-то очень для себя хорошее, положительное, или, занявшись вот таким планированием своей жизни, предварительно с чем-то для себя простившись, вот как эта птица Феникс. И добрые события в вашей жизни не замедлят появляться, возможности сами по себе. И тогда с новыми возможностями уже. Не со старой какой-то историей, которую мы пытаемся переделать. Нам говорят, есть потеря. Ты не можешь что-то как реанимировать. Потому что это развивается по каким-то своим законам, на которые ты вот не влияешь. Но если ты устремишься вперед, ты очень многого добьешься. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.